Тут как будто, знаешь, это таких два клана, две абсолютно разные аудитории, и кто прав, как бы покажет только время. И особенно Бали, я бы сказал, что здесь сервис намного лучше, чем в Европе. В Нусадо из 2 миллионов богатых туристов на Бали, миллион приезжает в Нусадо. Если мы возьмем в разрезе Бали как раз Букит, примерный прирост каждый год это 5-10%. 99% всей территории Мальдив это вода. Построен был новый аэропорт в этом году, и в 3 раза вырастет пассажиропоток в течение 50 следующих лет. Слышал, что они там подтапливаются постепенно. Мы с Баселем записывали интервью год назад, когда ты, по сути, только выходил в рынок недвижимости Бали, вы стартовали ваш первый проект Амани на пляже Миласти. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, что ты видишь, что изменилось в твоей жизни, в твоей компании, в рынке недвижимости Бали за этот год? Рынок Бали поменялся кардинально, я считаю. Да, мы как раз зашли на рынок, когда были перемены, и я считаю, что это перемены к лучшему. Рынок стал более, как англичане говорят, mature, да, более Зрелый. зрелый, он стал более профессиональный, я считаю. Всех заставили играть по правилам, и это хорошо. Мы когда заходили на рынок, мы сразу придерживались такой стратегии, строить только на розовой земле, строить с документами, со всеми получения PBG, дальше SLF, все по правилам. Поэтому мы к этому были готовы, и я считаю, что рынок идет в правильном направлении. Клиенты стали лучше разбираться в проектах, которые они покупают, и поэтому вот проекты, которые мы делаем, это проекты там с международными операторами, они, как показало время с того момента, как мы записали с тобой интервью, мы Да. продали уже 80% первого проекта, Мгм. и у нас успешно стартовал второй проект. Мгм. Поэтому мы довольны рынком Бали, мы довольны тем продуктом, который мы дали рынку. Я вижу, что это то, что рынок хотел, потому что а, люди хотят профессиональное управление, люди хотят проекты, которые несут какую-то ценность не только в моменте покупки, да, а ценность, которая будет на протяжении 5, 10, 20 лет. И это как раз та ценность, которую дает международный бренд, потому что эти отели не устаревают, они в цене, ты можешь посмотреть проекты в Нусадо, например, проекты Hilton и так далее, которые были построены 30 лет назад, и до сих пор у них очень высокая загрузка, и до сих пор они приносят хороший ROI владельцам. Ну, по факту, я думаю, что мы сможем судить относительно того, насколько успешно, ну, то есть вы выбрали, к примеру, стратегию, когда вы сдадите проект, и мы увидим действительно цифры. Потому что основное, вот у нас как бы есть разная аудитория, да, и есть один сегмент, который говорит, мы не верим в разные вот эти любительские управляющие компании, мы хотим апартамент или виллу под управлением опытного брендового Мгм. отеля, к примеру. А есть другая категория, которая говорит, эти отели гребут огромную комиссию за управление, я хочу купить себе виллу, там метров, не знаю, 50 за 150 тысяч долларов, и мне вообще без разницы, кто будет управлять, я там сам могу ее сдать на долгосрок, и там я думаю, что я буду зарабатывать больше. Поэтому тут как будто, знаешь, это таких два клана, две абсолютно разные аудитории, и кто прав, как бы покажет только время. И здесь вопрос, то есть вы, по-моему, вы зашли тогда еще до всех вот этих основных событий громких. После. После, да? То есть в каком месяце у вас был пресейл? В марте месяце. В марте. Ну вот, мне кажется, вы все равно я считаю, ваш проект тогда один из лучших с точки зрения темпов продаж в рынке показал. То есть с чем я вас, поздравляю. А на каком этапе у вас сейчас идет? Мы заканчиваем Мгм. нулевой цикл и уже выходим выше нуля буквально на этой неделе. И у вас уже получен PBG. Да, конечно, мы получили PBG раньше срока на месяц. Это исключение из правил. Да. Я вас еще раз Я, поздравляю. кстати, хотел добавить, ты знаешь, у нас весь бизнес, как мы его строим, он основывается на цифрах. Как ты говоришь, есть два клана, да, которые делятся, люди, которые считают, что управление лучше любительское, нежели профессиональное, цифры говорят обратное. И то, что мы видим по мировой аналитике, отельные бренды, большие корпорации, большие компании, они, собственно, и выбирают отельные бренды, вкладывают огромный капитал, десятки, сотни миллионов долларов, потому что они понимают ценность отельного бренда, и они понимают, что это более стабильная, прогнозируемая история. Поэтому, в принципе, я с уважением отношусь к людям, которые, возможно, сами хотят сдавать свою виллу или хотят отдать компании, которая не имеет такого колоссального опыта, но если мы возьмем сухие цифры, они говорят обратно. В этом на простой математике. Не знаю, купил инвестор апартамент за 100 тысяч долларов. А,
и, скажем так, он в месяц будет генерировать, ну, предположим, не знаю, $1500 revenue, то есть выручки. Вот сколько реально инвестор с этих $1500 должен будет получить себе, как чистую прибыль с этого юнита? Вот, Около 50%. то есть $750 он из 1500 долларов он должен будет получить. Да, Это после уплаты налогов или до? до уплаты. До уплаты, и плюс потом налоги как бы это отдельно, исходя из юрисдикции, из Да. которой. Окей. Хорошо. Скажи, пожалуйста, ты говорил про то, что ты считаешь, что рынок стал лучше в рамках этого года, то есть и он становится более зрелым. Для нашей аудитории твоя компания работает как бы на разных рынках, то есть это Украина, это Турция, это Средний Восток, и вот вы сейчас недавно вышли на Мальдивы. Если сравнивать, к примеру, путь, который проходит Бали, можешь ли ты провести какие-то параллели, к примеру, с рынком Турции, как с точки зрения становления этого рынка? Или ты видишь, что это абсолютно разные пути и тренды? Ну, в Турции на самом деле была похожая история. После землетрясения 23 года очень сильно усилился строительный контроль, Да. абсолютно поменялся. Теперь ты должен проходить все круги ада. Да, у тебя есть и муниципальная служба, которая перепроверяет, есть государственная служба, и еще есть несколько служб, которые перепроверяют эти службы. Получается, да, уже буквально 3-4 структуры, которые каждая перепроверяет друг друга и перепроверяет девелоперы. И поэтому в Турции как раз это изменение произошло буквально 2 года назад. И мы, когда зашли на рынок, уже были намного выше требования к сейсмоустойчивости, к проекту. Буквально ты не можешь сдвинуть колонну там ни на 1 сантиметр, да, буквально по сантиметрам вымеряют полностью по проекту, и поэтому Турция прошла эти изменения буквально 2 года назад. До этого было достаточно свободно, можно было строить не по проекту, сейчас очень детально, очень глубоко копают, проверяют, приезжают на каждую заливку бетона. А что это влияет на повышение себестоимости строительства? Ты знаешь, это влияет однозначно на повышение себестоимости, но все-таки надежность, я думаю, что превыше всего. Потому Мгм. что если мы возьмем ту трагедию, которая произошла в Турции буквально 2 года назад, да, погибло несколько сотен тысяч человек, и я все-таки считаю, что ну, превыше всего должно быть качество, должна быть безопасность проекта. Да, Потому 100%. что, тем более, Бали тоже это Да. Активно, да. сейсмоактивная зона, Мгм. и поэтому у нас проект тоже выдерживает 9 баллов. Мгм. Ну, в Турции там был еще как бы ряд событий, которые очень сильно повлияли на рынок. То есть государство приняло закон, при котором инвестор не может сдавать посуточно свою недвижимость. А по сути люди покупали под предлогом, под офер посуточной сдачи. И поэтому очень сильно... То есть там наложилось ряд факторов. То есть с одной стороны землетрясения, с другой стороны законы, с третьей стороны перестали продлевать виды на жительство людям из СНГ, Мгм. и рынок такой, типа, что происходит? И он как бы до сих пор, я думаю, находится в коррекции. Вот поделись, пожалуйста, как у вас дела сейчас идут у вас в Анталии, насколько я Да. помню, проект. В принципе, у нас дела идут хорошо. Мы продали 90% проекта, у нас осталось всего уже Вау. 10%. А если мы говорим про посуточную аренду, разрешено сдавать в посуточную аренду, если новый дом, и ты перед тем, как ввел дом в эксплуатацию, ты уже берешь разрешение у будущих владельцев квартир о Мгм. том, что они не против, чтобы дом сдавался посуточно в аренду, М. подписывается менеджмент agreement, и, в принципе, это сделано для того, чтобы в старых домах, да, которые уже там существуют 5, 10, 20 лет, было усложнено сдавать в аренду. Но новые дома, такие, например, как наш, у нас есть полностью разрешение, которое дает возможность сдавать посуточно в аренду. Ну, просто 5 лет я лично не считаю, что это старый дом. Ну, как бы, ну, это, на мой взгляд, новый дом. И, соответственно, ваш дом через 5 лет или там 7 лет тоже станет, получается, старым. Тут вопрос просто, зачем турецкое правительство режут сук, на котором сидят. Или как бы мы, по-моему, даже с тобой эту тему обсуждали, что, то есть, по сути, правительство очень сильно оторвано от реалий бизнеса, и как будто интересы бизнеса их не особо волнуют. Я бы сказал, правительство очень вовлечено в бизнес, потому что Слишком тот вовлечено. министр, который придумал этот закон, он является одним из самых больших ательеров в Турции. Вот так. Да, И то есть он сам себе, или он лоббировал какие-то свои он интересы. лоббировал свои А, интересы, да, потому что он конкуренцию. является ательером, и он Понятно. убрал, получается, Конкурент. возможность для большинства людей сдавать посуточно свои аренды, соответственно, больше притока трафика пришло в отель. Да, но Да. если переносить, ситуацию на Бали, и то, что вот мы видим в новостном фоне последнее время, это то, что у больших отельных сетей
примеру, там, которыми владеют по большей части Индонезия, там, Джакарта, к примеру, просели показатели доходности, хотя туристический поток растет, и они начали разбираться, то есть what the fuck, что происходит. Мгм. Соответственно, они нашли проблему, что есть огромное количество частных вилл, которые сдаются на Airbnb и не платят налоги. И вот они сейчас как бы взялись очень плотно за контроль для того, чтобы как бы, по сути, самую прибыльную сферу на Бали взять под Мгм. контроль. И как ты считаешь, насколько это может привести к каким последствиям и с точки зрения развития самого рынка? Ну, насколько я знаю, просело в некоторых районах. В тех районах, где мы строим, такой проблемы нет, потому что нет частных вилл, Мгм. их огромный дефицит. Это, возможно, ты говоришь про Чангу или про Убуд. Если мы говорим про Нусадо, если мы говорим про Меласи, такой проблемы точно, насколько я знаю, нет. Мгм. И заполняемость растет в Нусадо, например. А если мы говорим про то, что платить налоги, в моем понимании, это аксиома, Сто которую нужно процентов. выполнять. 100%. И, например, в наших финмоделях уже просчитана рентабельность уже после вычета налогов. М. Поэтому у нас финмодели, и мы понимаем, что мы, как компания, будем уплачивать все налоги. Ну, Да, логично, да. поэтому мы идем максимально в белую историю. И я считаю, что на большом промежутке времени это правильная стратегия, потому что Мгм. все-таки любой рынок, любая страна хочет получать налоги, это абсолютно нормально. Да. И те виллы, индивидуальные виллы, которые сдавались в аренду вообще, да, не платя налоги, они сдавались через каких-то посредников. Наверное, это не совсем правильно на таком рынке, как Бали. Я считаю, что с помощью агрегаторов, с помощью других компаний, в нашем случае это в том числе Винхэм, прямой трафик, это правильно сдавать, и ты должен платить налоги. Но, Сто но, но процентов. клиенты, у нас есть возможность для них оптимизировать налоговую базу. Окей, ты сказал, что вы видите, что по Нусадо заполняемость растет. Да. Насколько ты считаешь правильным оценивать только заполняемость? Потому что по факту, к примеру, у меня есть комплекс из 50 вилл или 50 апартаментов. Я могу просто снизить цену и заполнить свой комплекс на 100%. При этом я могу быть убыточен с точки зрения своих костов и то есть нерентабельным с точки IDR зрения... тоже растет. Мы говорили просто по заполняемости, Окей, IDR в том числе то растет. есть Можно доходность. посмотреть, да, да, доходность IDR каждый год растет. Если мы возьмем в разрезе Бали как раз Букит, примерный прирост каждый год это 5-10%. Ну, Есть статистики JLL, Colliers и многих других компаний, в том числе мы их приводим в наших презентациях. На Бали недвижимость в некоторых районах падает. мгм, Например, в Чангу мы видим падение, очень большой профицит предложения, и в основном тот, кто останавливается, это в основном или экспаты, или, скажем так, друзья экспатов, кто приезжает в гости, да, не совсем туристический район, хоть он и стал такой меккой для экспатов, но Чангу? Чангу, да, но он все-таки в туристическом плане он не такой привлекательный. Нет таких пляжей, нет такой привлекательности для туриста, который приезжает отдохнуть на неделю-две. В основном они выбирают или Убуд, или они выбирают Букит. Поэтому это немножко разные туристы. И то, что мы видим на Буките, наоборот, особенно в Нусадо из 2 миллионов богатых туристов на Бали, миллион приезжает в Нусадо как раз. Поэтому мы видим, что богатые туристы, туристы с деньгами, они выбирают Нусадо. И Мгм. поэтому в Нусадо чек увеличивается, и, соответственно, увеличивается и заполняемость в том числе. Это то, что мы видим по цифрам, которые мы можем предоставить от ведущих агентств. Собственно, у вас первый проект был пляж Миласти, Да. как такой одна из ярких точек притяжения туристических на Бали. Как вы определяли вектор следующего проекта на Бали? То есть локация, концепция, планировки, ценообразование. Вот можете немножко поделиться внутрянкой, как вы это делали? Ты знаешь, я считаю, мне многие задали вопрос, как вы выбрали локацию, Мгм. почему выбрали, например, Носадо. Мгм. Я бы такую провел аналогию с торговым центром. Мгм. Есть торговый центр, Мгм. куда приезжают огромное количество людей, Мгм. как Нусадо, да. Мы видим, что из 2 миллионов человек, миллион, как я уже сказал, богатых людей приезжают в Хм. Нусадо. Дальше, когда человек заходит в этот торговый центр, он уже выбирает магазин, куда он пойдет совершать покупки. И мы не пошли пятизвездочный отель. У нас хорошие 4 звезды, да, это отель Рамада, это один из самых
известных брендов в своем сегменте. Самый известный бренд компании Winham, Ramada by Winham, это core бренд. После того, как человек заходит в этот торговый центр, он уже дальше смотрит, пойти в какой ему магазин, и когда он видит брендированный отель по умеренной цене, цена у нас 2,5-3 раза ниже прогнозируемая, чем, например, у Мули, чем у других отелей, он, соответственно, уже будет выбирать между этими отелями. И то, что мы видим, upscale сегмент, около 50% путешественников, они как раз хотят остановиться в upscale сегменте. Тот отель, который мы строим. А что И значит upscale? upscale — это М, четырехзвездочный отель. Окей. Да, четырехзвездочный отель хорошего уровня, хорошего класса. И поэтому здесь конкуренция как раз двигатель прогресса. Мгм. Сам район с каждым годом показывает увеличение количества трафика. И вот этот трафик, который заходит, мы как раз будем брать из него долю, потому что в отелях, например, в той же Муле, которая находится в 300 метрах от нашего отеля, виллы студии стартуют от $600 за ночь. Это какой метраж? Это около 35-40 метров. Виллы. Да, да. Это Окей. виллы-студии, это небольшие виллы, да, они Окей. небольшие виллы. И поэтому мы видим большую возможность как раз брать этот трафик, для которых людей дорого $600 за виллу. Они могут приехать тоже в брендированный отель, тоже с развитой инфраструктурой, которая обязует нас сделать. Например, это компания Винхэм, это рестораны, это спа и многое другое. Но с меньшим чеком и в таком, знаешь, в центре всех событий. Ты можешь полностью пользоваться инфраструктурой всех пятизвездочных отелей. У тебя классная инфраструктура своего отеля. У нас проект еще находится в лесу, но рядом с океаном. Это такой, знаешь, я Мгм. считаю, эксклюзивная локация, что мы берем и лучшие традиции, возможно, где-то даже у Буда, джунгли, лес, и мы, соответственно, берем океан, который находится всего в 3 минутах, куда будет курсировать наш шаттл. А у вас получается, то есть для понимания, тоже для аудитории, то есть получается есть Нусадо, туда едут, потому что там есть пляжи спокойные, без каких-то больших волн, при этом серфинг там тоже есть, как бы Нусадо бич. И получается есть эта главная дорога, то есть с левой стороны идет у нас там Кемпинский, Софитель, да, и получается есть еще зона справа. И там, кстати, есть рядышком Аман. Оман. У э, нас находится комплекс 300 метров, не доезжая Омана. Да, ну, как бы там вообще супер. Оман же, ну, то есть они там самый дорогой, наверное, отель на Бали. То есть там Самый дорогой отель. 3 тысячи долларов, две с Да, и половиной у тысячи них долларов. такая Это же супер. концепция, как у нас. Да. Это спокойный, тихий отель в лесу, У и них вообще в целом концепция о том, что люди чуть ли не пересекаются вообще там между собой на да. территории отеля. Но опять же, вот мы даже, по-моему, с тобой как-то дискутировали, что, я говорю, в Оман едут там даже, мне кажется, не из-за локации, а потому что бренд уже Оман настолько сильный, что люди там... Вот у меня есть знакомый, у него есть задача объездить все Four Seasons в мире. Он говорит, вот у меня просто, я открываю, говорит, вот я вижу, если говорит, на Мадейру, что я не лечу? Говорит, на Мадейре нет Four Seasons. Мне не интересно. То есть, то есть такие амбассадоры бренда, которые вот хотят объехать. Я уверен, что у Омана тоже есть. И я на самом деле, если честно, не до конца, не глубоко понимаю а, саму силу бренда Ramada by Winham или Winham by Ramada. Соответственно, то есть у вас есть договоренности с отелями на первой линии, что жители, резиденты вашего отеля смогут спокойно там пользоваться инфраструктурой, или не нужно никаких иметь договоренностей, чтобы спокойно приехать и На данный момент пользоваться можно спокойно приезжать. Я думаю, что мы с тобой были много раз в Кемпинском. Ты Кемпинске, знаешь, можно да? пользоваться инфраструктурой за небольшие деньги. Да, там Ну за да, там 15-17 долларов ты можешь лежак полностью взять. провести, да, М. весь день на пляже, возле бассейна. Армада — это бренд очень известный. Если мы говорим про саму Ромаду, это 850 отелей по всему миру. Это достаточно известный бренд в своем сегменте. Его люди знают, Мгм. его помнят за его красные цвета. Он очень такой, знаешь, запоминающийся бренд. И у Винхэма база клиентов 110 миллионов лояльных пользователей. А лояльные пользователи — это те пользователи, которые в год останавливаются как минимум 2 раза в отелях Винхэм В год. в год. Окей. Поэтому база огромна. Ромада есть во всех крупных городах. Будь то Стамбул, в Дубае 50-этажное здание возле Бурдж-Халифы, Бангкок и очень многие другие. Да, Нью-Йорк и Лондон и очень многие другие. Поэтому сила бренда достаточно высокая. А если мы говорим про сам отель,
своей концепцией. У нас еще концепция — это арт-отель. Мы сотрудничаем с международной сингапурской галереей. Концепция, она подразумевает то, что человек может и не выходить из отеля. Мгм. То, что дает отельный оператор, в отличие просто от небрендированного отеля, они максимально прописывают и дают стандарты, которые дают возможность человеку оставаться в отеле и не зависеть даже от отелей, которые находятся рядом. Но для нас это большое преимущество, что есть отели, которые находятся рядом, потому что, конечно, для человека будет разнообразие. Да, он может сегодня пообедать в Кемпинском, завтра в Хилтоне, послезавтра поехать в Ридс-Карлтон и многое другое, плюс потрясающие пляжи. И как раз почему я говорю про Оман, локация, там, где находится наш отель, та же, что и Оман. И рядом есть отель Ревива, например, я могу привести тебе пример, очень похожая концепция на нашу. Однобедрумные виллы, это можно посмотреть на ресурсах, есть ресурсы, которые парсят трафик с букинга, RDNA, да, там. AirDNA и так далее, да. Вилла в Ревива, которая находится немного не доезжая Омана, буквально 200 метров от нас, вилла однобедрумная сдается с 76% заполняемостью, сдается 450-500 долларов в день. Мгм. Это тоже 4 звезды или Это тоже 4 звезды. тоже 4 звезды? Это тоже 4 звезды с похожей, поэтому даже если мы не возьмем Оман, мы скажем, что Оман, да, Ну да, там немножко другая категория. немножко другая категория. Есть пример отеля Ревива, который сдается в этом же месте, в этой же локации, с такой же, как у нас, похожей концепцией, Мгм. wellness-концепция, по прайсу, которая выше нашей финс-модели, даже в 2 раза выше нашей фин-модели. Мгм. Соответственно, по нашей фин-модели человек будет получать около 15% с виллы при цене за ночь $190. И заполняемостью средней И заполняемость 75%. 75%. Окей. Поэтому мы можем здесь сделать вывод, Мгм. что цифры, которые нам предоставил отельный оператор, они очень реальные. Я бы даже сказал, возможно, по моему мнению, они консервативны, что учитывая, что цена, как я говорил ранее, растет в этом районе, мы можем сдавать, возможно, ее дороже. Человек получит еще выше IDR за ночь, и заполняемость все равно, пятизвездочные отели, они устаревают, клиент едет разнообразный, как я говорил уже ранее, да, 50% клиентов хотят приехать в апскейл сегмент, но, как ты прекрасно знаешь, в Нусадуа нет опций. Да, появятся какие-то несколько комплексов не брендированных, но, конечно, если мы возьмем стандартного туриста, например, из Англии, который знает Винхэм, который знает Ромаду, больше шансов, что он выберет Аромаду, чем он выберет ноунейм отель. Да, однозначно. Если мы сравниваем, проводим аналогию с торговым центром, если есть магазин «Манго», мы очень много сдавали коммерческой недвижимости всегда, и очень много сдавали как раз итальянским брендам. Терранова, «Манго» и многие другие, «Бенетон». И мне было всегда интересно, да, почему в торговых центрах или в бизнес-центрах такой большой трафик. Я помню, когда открывался первый магазин Терранова, очередь была на буквально километр. Это еще было там 20 лет назад. Я приходил, мне было интересно всегда, знаешь, я Как был... маркетолог, да, хотел Мне, понять. мне было интересно, да, почему очередь километр. Открывается магазин, очередь километр. Как раз потому, что люди идут на бренды. Мгм. Если у тебя рубашка no name, она будет стоить $50, например, да. Мгм. Если у тебя рубашка Brunello Cucinelli, она может стоить 500 и $1000. Поэтому то же самое в отельном бизнесе. Мгм. Почему большие корпорации выбирают работать с брендами, будь то Four Seasons, будь то Radisson или многие другие? Доверие. Это Стандарт. доверие, это стандарт. И поэтому большие корпорации, большие инвесторы, как ты говорил, много кто с Джакарты, как раз первая вся линия Нусадо — это все брендированные в основном отели. Мгм. Поэтому люди не рискуют большим капиталом, и поэтому для инвестора это огромная возможность зайти с небольшим чеком 100-200 тысяч долларов всего и стать частью этой большой истории так же, как бы он сделал бы с 10, 20, 30 или больше миллионами долларов. Поэтому я считаю, что ту локацию, которую мы выбрали, не только мое мнение, мнение отельного оператора, она в тренде, будет в тренде.
потому что трафик каждый год увеличивается. Мгм. Здесь все на самом деле просто. Цена увеличится, и трафик каждый год увеличится. Плюс, если взять ту аудиторию, к примеру, в которую вы целитесь, то есть, к примеру, возьмем, они летят, там, не знаю, из Нью-Йорка бизнес-классом. Перелет из Нью-Йорка на Бали там, для семьи это может быть, не знаю, 15 тысяч долларов. То есть просто прилететь на Бали там, в одну сторону, или там, туда-обратно пусть будет. Соответственно, они не хотят рисковать тем, что они приедут в небрендированное, скажем, место и увидят там, не знаю, заплесневелые стены. Хотя Да. там на Airbnb или Booking все может быть прекрасно. Соответственно, действительно, они выберут, скорее всего, там 4-5 звезд, ну, я думаю, там 5-4, да, и чтобы просто быть уверенными, что эти 2 недели, которые они выделили из своего суперплотного графика, у них была гарантия высоких стандартов качества обслуживания. Поэтому Это то, что здесь дает отельный оператор. Он да, тебе дает спокойствие того, что твой отдых не будет испорчен, поэтому люди его выбирают. Так да, же, как и выбирают Макдональдс, нежели просто да, соседнюю бургерную. Да, всегда, когда есть Макдональдс, вряд ли кто-то пойдет в да, соседнюю бургерную. Да, да, даже если будет цена, возможно, в бургерной ниже, люди из-за бренда всегда выбирают, потому что понимают, есть определенные стандарты. И Макдональдс, например, который находится в Нью-Йорке или находится на Бали, у них всегда примерно одинаковое качество. да. Ну и тоже, мне кажется, что к Азии есть такое небольшое предвзятое отношение с точки зрения того, что, ну, то есть, может быть, сервис быть не таким, к примеру, высоким, как в Европе или в Америке, да, то есть, хотя я не уверен, что Америка славится сильно высоким Я бы сказал сервисом. честно, знаешь, много путешествия по Азии, особенно Бали, я бы сказал, что здесь сервис намного лучше, чем в Европе. Да, ну, просто опять же, Бали, отношения людей, отношения, сто э, процентов. то, знаешь, то тепло, которое дают балийцы, на самом Да, деле, я думаю, ты, живя здесь, ощущаешь это каждый день. да, Оно не может сравниться с Европой, особенно, да, с Западной Европой. Может быть, в Испании, да, немного более люди э, hospitable. таких, да, гостеприимные, но если взять там Германию, Австрию, Великобританию, ну, Азия и Бали в том числе ее обходят просто 100%. в разы обходят. Я сейчас 4 месяца как раз путешествовал по Европе, по разным абсолютно странам, жил, пользовался там, останавливался в разных отелях, и я просто соскучился по Бали, потому что я действительно не получал вот эту теплоту, эмоцию и гостеприимство, которое мы получаем здесь за гораздо меньшие деньги. За гораздо... Просто, опять же, общаясь с теми же американцами, они, некоторые из них к Бали относятся немножко снисходительно. Ну, типа там грязноватенько, там пробочки, там байки и так далее. Они там больше там Гавайи, Багамы и так далее. И вот здесь действительно, когда такой американец приезжает, он хочет точно получить стандарт. У меня вопрос про 15%. Ты сказал, что у вас в фин-модели просчитано, что если вот там $190, 75% заполняемость, то инвестор выходит на 15. По факту, когда мы только зашли в рынок недвижимости Бали, это был начало 2023 года. То есть у нас как раз-то оффер, который мы продвигали в рынок, это был инвестируй там от, не знаю, 150 тысяч, там сотки, кстати, не было цен. Минимальный апартамент тогда стоил от 150 тысяч, виллы там 250 плюс. И зарабатывай там 15% годовых. Соответственно, со временем, то есть шло время, кейсов, где юнит ввелся в эксплуатацию, сдался в Мгм. аренду и реально приносит инвестору 15% годовых, давай так, это больше исключение из правил. Хотя я являюсь владельцем там, крупного агентства Мгм. недвижимости на Бали, как бы мне там выгодно было говорить, да, ребята, там понесу, ну, то есть все несется. Но опять же, и моя задача это быть абсолютно честным с аудиторией и показывать как есть. И уже тот, кому это будет интересно, потому что я уверен, что преимуществ точно хватает, Мгм. он уже будет сюда заходить. Но вот от тебя прозвучала цифра 15, как бы, и я хотел бы немножко копнуть глубже в детали, потому что то, что мы видим в рынке сейчас, то, что те проекты, которые выходят первый год, там, два, они начинают давать, не знаю, там, 8-9% Мгм. доходность, а где-то меньше, к примеру, где-то там, не знаю, 6% доходность. Ну, там, в среднем возьмем, там, не знаю, 8%, 8. Мгм. И, как бы, управляющие компании говорят, ребят, смотрите, нам, чтобы разогнаться, вот вам трек, к примеру, там, 5 лет, 5-7 лет. И вот мы за, там, 7-10 лет в среднем выйдем на, к примеру, 12% там, или Мгм. 11-12% доходности. То есть, значит, где-то будет 8, где-то будет, там, не знаю, 15, и посерединке они где-то выйдут на там, 10-12. И сейчас как бы офер, который звучит от нас, Мгм. инвестирую в недвижимость Бали от 100 тысяч долларов и получает доходность, к примеру, там 10-12% годовых. То есть мы стали немножко более аккуратными, немножко Мгм. более консервативными, потому что очень не хочется быть этими инфо-цыганами, Мгм. которые разгоняют историю, и потом мы получим сотни
тысячи недовольных, неудовлетворенных инвесторов. Хотя в целом доходность 10-12% годовых– это Мгм. хай доходность, если мы берем мировые рынки недвижимости. И вот здесь скажи, как вы это видите и как вы к этому относитесь, потому что мы все-таки пытаемся сейчас быть как бы консервативными оптимистами, скажем так. То есть не совсем как бы в розовых очках, но как бы так упомеркованными, є таке українське слово, оптимистами. Как это у вас? Ты знаешь, есть много на самом деле факторов, если мы говорим про доходность. Мгм. Первый, я бы сказал, фактор, много недвижимости, которая сдалась на Бали, я думаю, ты говоришь в большинстве про эту как раз недвижимость, она сдалась в Чангу Ну, Убуд, Чангу там, да. в основном. Мгм. На Буките мы видим мало кейсов. Ну, потихонечку тоже начинают сейчас подтягиваться. Да, да. Ну, в основном Мгм. то, что сейчас, насколько я знаю, сдается, это небольшие комплексы. Да. Мне вот кто-то задал недавно вопрос, точнее, дал свое утверждение, что смотри, есть комплекс 50 юнитов, там будет выше доходность, потому что его просто легче заполнить. Так это не работает. Не Вот эти. работает. Отельные операторы, они всегда минимально, в основном, вот у нас Амани отель это 91 юнит, это самый низкий порог входа для сотрудничества с отельным оператором. М. Чем больше юнитов, тем снижаются косты, соответственно, увеличивается доходность. Мгм. Поэтому отельные операторы, то, что ты можешь видеть на суду, у них 200, 300, 400, 500 юнитов всегда. И, соответственно, каждый комплекс, он уникален по-своему, да, поэтому где-то, возможно, кто-то построил 10 вилл, у него большие операционные расходы, конечно, у него снижается заполняемость. Где-то кто-то построил в Чангу мы видим доходность снижается. Это правда, снижается доходность, очень большое количество вышло на рынок, доходность снижается. Но опять же, мы еще не получили проекты, которые под управлением отельных брендов. То есть их довольно, там, ну, не так, чтобы много, но они есть. И вот сейчас они только начинают Да. подходить к какому-то этапу. Мы очень ждем. То есть это сейчас, знаешь, такое, как неизвестность, как в Чангу покажут себя такие же отели. 100%, да. Если мы говорим про Букит, все-таки там мы будем начинать эксплуатировать отель через 2,5 года. Мгм. Соответственно, через 2,5 года те прогнозы, которые есть на данный момент, это увеличение трафика туристов и это увеличение стоимости Мгм. объекта. Это первое. Второе. Мы говорим про большой дефицит вилл. Соответственно, заполняемость мы планируем, что будет высокая. Мгм. И, соответственно, если мы сравниваем с первой линией, конечно, ADR у нас в 3 раза ниже даже на сегодняшний день, не говоря про рост, который будет через определенное количество лет. Потом, ты правильно сказал, прогноз 15%, он идет на 5 лет. Мгм. Получается, та цифра, которая есть 15%, она складывается из расчета, да, усредненная на протяжении 5 лет. Отельный бренд всегда дает выше заполняемость, всегда дает выше доходность. Соответственно, мы выигрываем у конкурентов, почему я говорил, да, выбирают, большие компании выбирают отельных операторов. Поэтому в любой истории успеха есть много составляющих. В нашем случае это отельный оператор, это локация, это район, который приносит высокую доходность, и ниша, которая, я считаю, на данный момент на Бали не занята. Мгм. И, соответственно, турист, который приезжает на Букит, он готов платить больше, нежели экспат, который приезжает, например, уже в Чангу, Мгм. или, возможно, даже много экспатов живут в Убуде. Все-таки мы целимся на посуточную аренду Мгм. и туриста, который будет приезжать, достаточно обеспеченного туриста, который будет приезжать в среднем на 10 дней. Мгм. 15% у вас уже посчитаны с учетом 50% костов, Да. затратной части. Окей. Скажи, пожалуйста, то есть по факту, что сейчас можно купить у вас, то есть в рамках проектов в Нусадо, и если что-то осталось еще в Омане? В Омане Миласе на данный момент у нас осталось около 15 юнитов. Мгм. Стартуют они от 130 тысяч долларов. Мгм. Из 91 осталось 15. Если мы говорим про Нусадо, у нас есть отельные номера, они начинаются от 105 тысяч Это долларов. апартаменты. Да, это апартаменты. И виллы начинаются с 170 тысяч долларов. Мгм. Какая площадь идет у апартаментов, какая площадь у вилл? 33 квадратных метра– это площадь отельного номера. Если мы говорим про виллы, общая территория виллы стартует от 72 метров Мгм. Окей. с территории. И есть, я так понимаю, еще виллы побольше. Да, Больше. есть виллы двушки, Мгм. и индивидуально под клиента мы можем делать виллы трешки. У нас есть М. некоторые запросы, мы Как можем кастомный делать, вариант. да, кастомные виллы для клиентов. У нас вот буквально 2 есть запроса сейчас. Мы
кастомизируем под клиента виллы трешки. Класс. Да, То поэтому, есть, еще раз, апартамент 33 метра от 105 тысяч долларов да, вот 105. и виллы 75 метров квадратных от 175 тысяч долларов. От 170. От 170 Да, да, тысяч долларов. 170. Это общая цена, и получается первый взнос у вас 30% идет, 30%. и потом у вас идет поэтапная оплата, привязанная, я так понимаю, Да, к этапам реализации да. строительства проекта. Окей, кстати, что думаешь про эскроу? Когда эскроу появится на Бали? Дубайский эскроу. Ты знаешь, я надеюсь, что он появится. Это на самом деле еще поможет рынок более стабилизировать, но это, наверное, зависит уже от властей, потому что даже в Дубае он появился только после кризиса 2008 года, как мы видим. Окей, Поэтому, наверное, рынок Бали проходит трансформацию. Я надеюсь, что он появится, но да. пока, к сожалению, скроу нет. И, наверное, каждый рынок должен пройти какие-то этапы своего становления. Пока идет этап легализации, оптимизации, вот как раз легализации строительства, следующий возможный этап это будет как раз появление скроу. 100%. Обычно это происходит после каких-то громких ситуаций, и потом как бы государство начинает обращать больше внимания и понимает, что нужно больше, как это было в Дубае. 2008 год, как бы там был ряд банкротств, и потом они сделали escrow для того, чтобы обезопасить этот процесс. Ну, нужно выбирать тщательно, на самом деле, Да. застройщика, потому что, знаешь, что мы видим на Бали, многие застройщики вышли без какого-либо опыта в девелопменте, знаешь, так, попробовать. Но девелопмент– это очень сложный бизнес, в котором очень много чего нужно предусмотреть. Знаешь, у меня есть друзья-рестораторы, и я с ними спорил, какой сложнее бизнес. Они мне говорят, сложнее бизнес ресторан. Я им привел простую одну аналогию. Говорю, смотрите, вы, например, продаете пиццу. М, Вы покупаете на нее ингредиенты в понедельник и продаете ее всю неделю. Если в пятницу меняется цена на ингредиенты, соответственно, вы уже с понедельника следующего повышаете цену в меню. мгм. У вас вырастает себестоимость. Development же, ты можешь просчитать себестоимость, например, сегодня это будет $1000, условно. Через 2 года. Через 2 года она может быть 1200. И у Или- тебя, и поэтому это непростой бизнес, поэтому, конечно, нужно выбирать компании с опытом, я считаю, которые уже реализовали десятки, сотни проектов, которые понимают, как работает девелоперский рынок. 100%. Поэтому многие, знаешь, считают, что что-то дешево, это классно и круто. Я всегда считаю, что нужно выбирать продукт, который обладает какими-то ценностями, и компания, которая понимает, что она делает. Не просто заходит, знаешь, в рисковые проекты, не зависит, например, от продаж, как М, это делаем мы. Это важно для компании, потому что, знаешь, рынок бывает вариативным, сегодня есть продажи, завтра нет. Важно, чтобы компания была устойчивой. 100%. Сейчас, даже вот в Украине, мы вот вспоминали Украину, мы вот недавно ввели самый, наверное, свой сложный комплекс в войну, В Харькове. да, в Харькове, это комплекс Манхэттен, ввели первую секцию, очень там сложный комплекс с торговым центром на первых этажах, 22-этажный дом, даже в войну выполняем свои обязательства. Это очень важно для инвестора понимать, что, в принципе, компания может быть устойчива. Поэтому на Бали, я думаю, с каждым годом будет компаний все меньше и меньше, и как раз люди будут переходить в более профессиональные компании и под управлением отельных операторов в том числе. И это, наверное, плюс для рынка, это то, что мы видим в том же, например, Дубае, да, развивается брендированная недвижимость, и она прямо, ну, я думаю, ты анализируешь рынок, буквально там каждый девелопер Бентли, Армани, Луи да, Виттон. каждый месяц запускает, каждую, наверное, неделю запускает какой-то то Армада. Даже вот недавно я видел проект Дубай. Мгм. в Дубае вышел Армада, Residencies, Redison и так далее. Все эти компании, очень большинство компаний как раз пытаются что-то и бренды часов, и машин, и отелей, и все, что хочешь, пытаются выпустить, потому что все-таки на это есть огромный тренд, и эта недвижимость, она в конце для инвестора, она не только будет приносить выше доходы, она еще будет более ликвидной. Это Мгм. тоже важно понимать, потому что она дифференцируется от другой Да, недвижимости. да, факт. Поэтому, Здесь важно еще тоже понимать как бы ценность клиентской базы,
к примеру, той же Ромады, потому что по факту львиная доля затрат идет на маркетинг, на привлечение аудитории через сервисы Booking и Airbnb. Это то, как делают большинство проектов. Соответственно, если есть своя клиентская база, то есть можно просто сделать рассылку, как бы предложить им вариант приехать на Бали и остановиться в новом отеле, который только был сдан, и таким образом сэкономить 15-20% на маркетинговых затратах, тем самым оптимизировав косты, дав больший процент доходности для Да. инвестора. Тоже очень важно. И давай финализируем по офферу. То есть, по сути, можно вложить сейчас от 30 тысяч долларов первого взноса, где общая сумма будет 105 тысяч долларов, и выплачивать на протяжении 2 лет, то есть в рассрочку 0%. И, соответственно, если вы хотите взять виллу, то вы заплатите где-то 50 тысяч долларов первого взноса, и потом также будете выплачивать до общая цена 170 тысяч долларов. То есть Да. 120 у вас разбивается на 2 года. Друзья, если вас интересуют инвестиции в проекты Teus Group, оставляйте заявочку, и наша команда с радостью детально расскажет вам про все самые интересные предложения. А мы продолжаем, и у меня вопрос. Расскажи, пожалуйста, пару слов про инфраструктуру, которая будет в этом комплексе. У нас будет большой ресторан, спа, тренажерный зал, конференц-холл, коворкинг спейс. У нас будет большой руфтоп, где тоже будет у нас концепция отеля — это арт-концепция у нас в отеле, и поэтому там будет еще такой арт-уголок, зона йоги в том числе. И, конечно же, будут раскиданы еще по территории арт-объекты, в том числе большие дороги между виллами. Сколько у вас всего территория? Территория 1,3 гектара. 1,3 гектара. Немало. Да. Окей. Давай поговорим про Мальдивы. Это ваше новое направление, которое вы сейчас начинаете развивать. Почему вообще выбор пал на Мальдивы? В первую очередь, всегда рациональный выбор. Рациональный Мальдивы — это бренд, который известен во всем мире. Номер один, да. Номер один в премиальном направлении, как минимум. Остров, острова, да, которые ограничено количество, ты можешь там сделать недвижимости, построить ограниченное количество отелей, потому что 99% всей территории Мальдив — это вода. Поэтому очень лимитировано. Соответственно, не будет большой конкуренции. Построен был новый аэропорт в этом году, и в 3 раза вырастет пассажиропоток в течение 50 следующих лет. Мгм. Это очень важно, я А считаю. ты слышал, что они там подтапливаются постепенно? Неправда. Есть отчеты, у нас даже есть отчет Coinbase, где они полностью, скажем так, Это маркетинг-ход, наверное. Успейте, пока. успейте Успейте, приехать. пока Да, не это как потом. бы нет. Нет, ну мы, знаешь, я часто, когда делаю какие-либо инвестиции, ты сам понимаешь, что самую большую инвестицию в любой проект делает сам девелопер. Потому что это деньги огромные, это время, Риски. это риски. Поэтому я часто люблю смотреть, а кто на этом рынке оперирует. Сейчас зашел Трамп с компанией Dar Global. Dar Global — это одна из самых больших компаний в Саудовской Аравии, Мгм. которая строит в том числе Trump Tower в Дубае сейчас, Trump Tower в Саудовской Аравии. Компания Damag, вторая компания эмиратская, они строят Mandarin Oriental Индусы, отель. да? Нет, это арабская компания. Ну, Это Дамаг. Дамаг — владелец араб. Мгм. Да, владелец араб. Я, кстати, так получилось, 2 года назад я был на Давосском форуме и познакомился лично с владельцем компании Дамаг. Очень приятный мужчина. Швейцарии, да? Знаешь, было классно, когда там человек с состоянием десятки миллиардов долларов, у него официально, если не ошибаюсь, 12 миллиардов, но вот недавно только он анонсировал инвестиции в США в размере 20 миллиардов долларов, только инвестиции в США. Он друг Трампа, он как раз с Трампом это огласил. И да, мы с ним несколько минут пообщались, очень приятный мужчина. И они заходят с компанией Mandarin Oriental, будут строить на 35 гектарах отель. Также мы видим несколько дубайских еще крупных девелоперов, в том числе делают девелоперский бизнес. И огромные корпорации, да, китайские, сингапурские, которые, например, очень крупная китайско-сингапурская компания, они открыли как раз отель Редисон, с кем мы будем сотрудничать и в нашем отеле. И он показывает высокую... Что важно в рынке Мальдив, оно пока все почти отели показывают очень высокий ROI. Мгм. Очень высокий ROI, потому что сезон 12 месяцев в году, так же, как на Бали. Количество туристов каждый год увеличивается. Мгм. Ну В да. том числе благодаря новому аэропорту. Поэтому мы видим, что этот рынок очень перспективен и развит.
как отельное направление, и мы просто даем возможность розничным инвесторам купить долю в этом отеле в виде номера. Мгм. То есть я помню, что когда мы с тобой обсуждали рынок Мальдив, ты говорил о том, что там средний чек какой-то космос. То есть там юниты стоят миллион долларов, 1,5, 3 миллиона долларов. То есть он такой как бы бутиковый, эксклюзивный и как бы хай-чек. Его там дубайский рынок тоже постепенно это как-то продает. Соответственно, вы уже зашли, ну как бы уже по факту зашли, Да, вы просто будете скоро анонсировать да, официальный пресейл. То есть у вас там средний чек, насколько я помню, там в районе что 200-300 тысяч долларов, там да. 108 даже 180 старт. 170 тысяч евро был старт. 180. Вот, соответственно, то есть первый вопрос, то есть за счет чего вы достигаете такую низкую цену сравнительно с другими игроками? И как ты считаешь, почему до вас никто не дал такой оффер в масс-маркет? В первую очередь никто не дал такой оффер, потому что рынок не достаточно развит в девелопменте, он очень развит в отельном бизнесе. Мы не делаем ничего нового, мы просто делим отель на юнит. Мгм. Большинство девелоперов, кто строил, они гнались как раз за хай-люкс, супер-люкс. Они делали огромные виллы, большие даже. Вот большие есть примеры. Самый дешевый юнит на Мальдивах, я имею в виду в курортной недвижимости. Да, есть, понятно, местные острова. Это 1 200 000 долларов, например. И юнит около 180 квадратных метров. Мгм. Что показывает, в моем понимании, не совсем правильную концепцию, что они целятся в основном на конечных пользователей. А М. мы перевернули рынок тем, что мы целимся, по примеру Бали, по примеру Турции, как раз на инвесторов. И поэтому мы делаем оптимальную площадь. Это от 35 квадратных метров стартуют номера. Приводим отельного оператора, и такой же принцип работы, как на Бали, человек получает пуловый доход. Поэтому мы немножко поменяли рынок. Те же девелоперы из Дубая, которые заходят на рынок, зашли уже на рынок, есть компания Samana Developers, у них 2,5 миллиона долларов вход в проект, это апартаменты около 160-180 тоже квадратных метров. Они целятся больше, как я вижу, не на инвесторов, а больше End-user. на конечного, да, на конечного потребителя, который будет там жить или будет приезжать там 2-3 раза в году по, не знаю, 2 То есть недели в математика месяц. там биться не будет с точки зрения дохода. Однозначно. Говорит. А мы, имея опыт Бали, где мы уже сотрудничаем с отельным оператором, имея опыт Турции, мы просто его перенесли на Мальдивы. И как мы видим, у нас на данный момент уже забронировано около 35% комплекса. Соответственно, мы можем сделать вывод, что людям эта идея нравится, и люди верят в Мальдивы. И рынок Мальдив, он перспективен для розничного инвестора, то, что мы видим. То есть если взять, сравнить рынки Бали и Мальдив, то получается, если на Бали у вас средняя цена за метр где-то 3 800-4, э, средняя, Плюс-минус. да, то в Мальдивах где-то 5-5 500 вы стартуете с такой цены за метр. Около 6 000. Около 6000 долларов. Скажи, пожалуйста, если Бали у вас идет leasehold, то есть это земля в аренду, Да. то какая форма собственности, чем отличаются юридические какие-то моменты и прежде всего форма собственности на недвижимость на Мальдивах и Бали? Точно такой же договор leasehold, да? На Мальдивах это 50 плюс 49 лет. Мгм. Это 99 лет. Но оплаченных будет 50. Оплаченных будет 50, да, потом ежегодно, после того, как закончатся оплаченные 50 лет, ежегодно будет, это на самом деле небольшие расходы, это до 1%, я думаю, рентабельности. Ну, там же бюджета. вопрос основной, как бы продлят ли. Вот там на Бали сейчас... Нет, на Мальдивах на самом деле гарантированное продление, оно на уровне государства регулируется, это очень жестко. Если государство после... А у нас в договоре прописано, что это гарантированно, и если государство не продляет, они обязаны вернуть все расходы, понесенные девелопером. Поэтому на Мальдивах они, знаешь, вся их страна, там, если взять их ВВП, это около 35% ВВП, это Туризм, туризм, да. поэтому они очень уважают иностранных инвесторов. Мгм. Поэтому иностранные инвестиции это превыше всего, поэтому очень сильно защищены. И то, что мы видим, за все время не было никакой ни экспроприации недвижимости, ни какой-то Прецеденты какие-то. давления на иностранных инвесторов. Очень открыто проходит
общение с властями, и власть максимально сопутствует иностранным инвестициям, потому Мгм. что все-таки для них это основной хлеб. То есть у вас, получается, будут и апартаменты тоже, и небольшие виллы? Или только апартаменты? Будут отели, номера и виллы. Отель так же, как, по сути, в Да, одну саду. да. Окей, 180 тысяч евро– это точка входа, а виллы, какой там диапазон? Виллы от 390 тысяч евро. От 390 Да. тысяч евро. И также рассрочка там 2-3 года, насколько я 3 понимаю. года. 3 года. 3 года. И первый взнос 30%. Первый взнос 30%. Какую доходность вы там прогнозируете и как вы ее рассчитывали? Кто вам помогал ее рассчитывать? С Редисоном мы заключили уже договор. Там будет оперировать Редисон. Из-за того, что мы видим по доходности, это где-то около 12-13%, которые, соответственно, Редисон нам и предоставил те цифры, за которые можно сдавать эту Окей. недвижимость, и тот прогноз, который есть по ROI. Это Radisson Red, насколько я помню. Будет другой бренд Редисона. Другой бренд. Да. Окей. Но это тоже четверочка. То есть, Это 4 звезды. то есть вы просто вот Ctrl-C, Ctrl-V, как бы вы делаете, что Чем-то, да, работает. чем- Теперь просто, это, по сути, диверсификация для инвестора. То есть вложил на Бали, вложил на Мальдивы. Диверсифицируй свой капитал. Мы, знаешь, это я много общался с дубайскими агентствами, которые нас будут продавать У вас будущее. же офис в Дубае. Вы открыли. Мы открываем в следующем году. Открываете. Мгм. И я им говорю, мы как Bolt и Uber. Мгм. Когда Bolt вел свою маркетинговую кампанию, Bolt всегда говорил, что мы не боремся с Uber, мы номер 2. Мгм. То же самое для дубайского рынка. Знаешь, я продаю историю, говорю, мы не боремся с дубайским рынком. Если клиент хочет зайти еще куда-то диверсифицироваться, мы должны быть на втором месте. На сдачу после дубайского, после приобретения. Ну, возможно, на сдачу, да. Просто мы видим даже на Бали, на самом деле, много было прецедентов дубайских инвесторов. Он, например, вложил 10 миллионов долларов в Дубай и вложил 1-2 на Бали. Мгм. Поэтому мы, я считаю, нашли крутой продукт для диверсификаторов. Кто Мгм. зашел уже, например, на Бали, он накупил недвижимости, неважно, на 500 тысяч, на миллион, и мы видим огромный, вот как раз то, что сказал, 35% у нас уже проданных. Это люди, которые в большинстве своем или вкладывались в Турцию, или вкладывались на Бали, или вкладывались в любое другое место. Это как раз крутой продукт для диверсификаторов. Он очень престижный, и он эксклюзивный, Ну да. потому что у тебя нет конкуренции. Ну да. Конкуренция, видишь, начинается старт, Пока, начинается пока на что. первом месте. Обычно, когда запускаются подобные продукты, там в течение Мы года. ее не боимся. Конкуренция, наоборот, двигатель, я считаю, прогресс. Если будет конкуренция, ты знаешь, я на самом деле, мы только решили заходить на рынок, это был где-то февраль 25 года, этого года. И я наткнулся на статью, что один крупный дубайский застройщик выходит на рынок Мальдив. И мне это так расстроило, я подумал, блин, там не было девелопмента, сейчас вышла большая компания, что теперь делать, надо будет с ними конкурировать. И потом на следующий день буквально просыпаюсь и понимаю, что это настолько большое преимущество, что сейчас, когда компании выходят на рынок, даже крупные есть компании, или там Трамп отель появляется, или выходит девелопер, или, как я говорил, выходит Дамаг, это большой буст для рынка. Тем, что люди понимают, что это интересный инвестиционно привлекательный рынок, и там, когда они заходят на рынок, они уже выбирают, куда инвестировать. Ну, они голосуют своими деньгами за то, что этот рынок потенциально интересный. То есть они поддерживают, это подтверждает то, Да. что твой выбор, по сути, был прав. Если Трамп с партнерами заходит, значит, я сделал. И они, кстати, продают, у них есть возможность зайти, они продают токены. М. Они продают этот отель, они не просто его строят, они продают токенами. То есть от небольших. Так они токенизировали этот отель. Интересно. Да, я имею в виду, что, вот, знаешь, это показывает, что сама бизнес-модель, она работает, и она интересна людям. Да. Прямо сейчас можно купить юниты уже в вашем отеле на Мальдивах. Не нужно ждать пресейла, правильно понимаю? Сейчас можно забронировать Мгм. и купить, можно будет в Забронировать. январе. В январе. Да. Окей, окей. Чего ждать еще от компании Теус? Куда вы еще смотрите дальше? И готов ли ты эти карты подраскрыть? Смотрим на восток. На восток, на солнце. Да, я думаю, что в ближайшие годы интересно зайти в MENA-регион, Что значит Мена-регион? арабские как раз страны. Средний Восток. Да, это и Эмираты, Саудовская Аравия. Мы тоже смотрим в том Оман, направлении. Оман, наверное. Оман пока не смотрим, ну, смотрим в том направлении. Я не могу сказать, что есть Окей. какие-то конкретные проекты, но очень интересные рынки, и мы тоже смотрим на эти Окей. рынки. Ну, потому что там масштаб, там рынки, как бы там проект сразу большой, даже если он небольшой. По меркам Бали он огромный. Что На может- балийском рынке мы тоже будем развиваться. У Мгм. нас сейчас пока 2 проекта, но мы планируем развиваться, еще открывать проект.
Окей, будем ждать. А что думаешь про Кейптаун? Потому что последнее время как будто он начинает так все чаще попадаться на глаза. Ты знаешь, я немного с осторожностью отношусь к Африке, потому что все-таки ЮАР, они известны своим бандитизмом, поэтому не хотелось бы ставить под риск своих инвесторов. То, что вот как раз на Мальдивах почему-то один из факторов тоже ключевых — это безопасность М, для инвесторов. м, То, что мы видим на Бали — это тоже безопасность для инвесторов. Если девелопер строит по правилам, он всегда достроит проект. В арабских странах то же самое, в Турции то же самое, в Занзибаре, я много слышал про Занзибар и так далее. Из того, что я знаю, африканские страны все-таки это риск для инвестора. Для инвестора, я имею в виду, для девелопера не хотелось бы ставить то, что ты же понимаешь, ты ставишь свою репутацию, ты ставишь Деньги, капитал. те деньги, капитал, в том числе инвесторов, и поэтому хотелось бы максимально меньше головной боли. Поэтому из того, что я знаю про Африку, все-таки Африка со стороны девелопмента — это такой очень рисковый рынок, и не хотелось бы стать пока частью этой истории. Возможно, что-то поменяется, Окей. но пока это я вижу рисковый рынок. Хотелось бы дать нашей аудитории какую-то плюшку, какой-то эксклюзивчик, бонусик от вашей, если это возможно. То есть, что бы мы могли э, дать тем людям, которые напишут самые интересные вопросы или которые посмотрят данный выпуск? У нас есть специальный оффер для компании «Легион» на несколько юнитов. Я думаю, Есть. что ваш отдел продаж сможет предоставить интересные юниты. Да, друзья, если вас интересуют инвестиции в проекты Teus Group на Бали, на Мальдивах, то оставляйте заявку. У нас действительно самые интересные, самые выгодные условия по инвестициям, и наша команда с радостью вас проконсультирует. Я очень благодарен тебе сегодня за такой честный, откровенный разговор, и видно, как ты горишь тем, что ты делаешь, поэтому я искренне желаю вам удачи в реализации всех проектов, потому что я сам супер сильно заинтересован, чтобы в том рынке, на котором мы работаем, были успешные кейсы, где доходность действительно достигает отметки в 15% годовых. Благодарю Спасибо. тебя.